Всем привет, друзья! На связи Харьков. Середина ноября, поздняя осень. А в Харькове заснежило. Синоптики нам обещали ухудшение погодных условий, мокрый снег с дождем. И вот снежок в ночь на 14 ноября выпал. Так что, водители, будьте особенно внимательны на дорогах. Ну а мы продолжаем следить за событиями, происходящими в городе Харькове. А Харьков продолжают обстреливать разными видами оружия. Чего в Харьков только не прилетало. Теперь город и харьковчан терроризируют еще и новыми видами БПЛА. Это, так сказать, новая разработка дрона «Молния-1». Два удара этим типом БПЛА россияне нанесли с начала 12 ноября по Салтовскому и Слободскому районам. На Салтовке дрон сдетонировал на открытой местности. В результате удара одна женщина получила осколочные ранения, а еще у одной острая реакция на стресс. Были повреждены электроопора и окна в двух многоэтажках. В Слободском районе БПЛА «Молния-1» ударил в многоквартирный жилой дом. Пострадала 60-летняя женщина. 13 ноября такой же беспилотник ударил снова по Салтовскому району Харькова, возле одного из торговых центров. Повреждены более 20 припаркованных машин, контактная сеть троллейбуса, к счастью, обошлось без пострадавших и погибших. И затем чуть позже в этот же день еще один БПЛА ударил по Салтовскому району. На этот раз дрон попал в многоквартирный жилой дом. 4 пострадавших. Также повреждены машины на парковке. Так что ж это за молния такая? Что за чудо техники? По данным Харьковской областной прокуратуры, «Молния-1» довольно примитивный по конструкции и дешевый боеприпас. Он может нести от 3 до 5 килограммов взрывчатки. Для сравнения, всем известный «Шахед» или «Герань» имеет 50 килограммов взрывчатого вещества. К тому же «Молния» в разы дешевле. Очевидцы говорят, что у этого беспилотника характерный звук электрического двигателя. Сам по себе тихий. Ударный заряд этого дрона небольшой. Но если попадание будет вблизи человека, есть потенциальная возможность летальных исходов. Вот сейчас перед вами как раз кадры пролета БПЛА «Молния-1» над Харьковом 13 ноября. А так выглядит квартира, в которую попал БПЛА «Молния-1». Новый вид беспилотников для Харькова. Это квартира, да? Если раньше Российская Федерация била по ТЭЦ, например, по инфраструктуре города, чтобы оставить харьковчан без света и тепла, то сейчас бьют по общественным местам, где чаще бывают харьковчане, в частности супермаркетам, чтобы сделать жизнь как можно более невыносимой для почти 1 миллиона жителей, оставшихся в Харькове, в том числе 200 тысяч вынужденных переселенцев. Вы знаете, что недавно снаряд с территории России с авиации был запущен и упал в Шевченковском районе прямо возле супермаркета «Рост». И вот БПЛА «Молния-1» также упал в Салтовском районе возле одного из супермаркетов. А как и рассказали в Харьков-спецстрое, с наступлением холодов особенно важно быстро починить людям разбитые окна. Так недавно из-за одной ракеты было выбито около 800 штук окон. По данным Харьковской мэрии, только за последние 2 месяца Россия совершила 78 обстрелов города ракетами и планируемыми бомбами. Повреждено в общем 4500 домов.
В Харькове завершается строительство 3 подземных школ и планируется строительство еще 3, рассказал мэр Игорь Терехов. По словам городского головы, на сегодня в школах Харькова учится 101 тысяча детей. Более половины находятся в городе, и только около 6 тысяч из них учатся в комбинированном формате. В результате российских обстрелов были повреждены 134 из 184 школ. В Харькове все хорошие новости, или хоть немного на них похожие, на фоне ежедневных атак и обстрелов воспринимаются чуть ли не как победные. Неделю в соцсетях харьковчане живо обсуждали, есть ли сейчас в регионе бэйби-бум. К сожалению, цифры этот тезис не подтвердили. За 9 месяцев текущего года в Харьковской области родилось 5858 малышей, что на 400 детей больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Но это количество малышей все равно вдвое меньше, чем в 2021 году. В общем, как сказала медиасервису «Объектив» известная ученая, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова, до бэби-бума нам, извините, как до Луны. Ну и наши харьковские реалии. В Харькове закрасили мурал с Дунаевским. Этот мурал с портретом композитора создали на стене дома по улице Москалевской в 2019 году. В сентябре, напомню, в Харькове демонтировали мемориальную доску композитору, которая с 1989 года размещалась на здании по улице Ярослава Мудрого, 24. В этом доме Дунаевский жил. И в Харькове создали огромный мурал в честь погибшего защитника Алексея Остапенко. Участник АТО служил в пограничной службе. В составе 95-й бригады Алексея Остапенко в марте-октябре 2023 года защищал село Долгенькое Изюмского района, в декабре Синьковку Купянского района. Награжден орденом за мужество 3-й степени. Погиб 3 августа 2024 года в поселке Северное Донецкой области. В Харькове появится коллективный рекордный мурал «Мозаика мира». Его создадут студенты-выпускники и преподаватели Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Мурал будут составлять из мозаики. Планируется, что его размер составит 4 на 7 метров. Каждый участник получит сертификат участника рекорда Украины.
А в магазинах Харькова уже вовсю новогодняя распродажа.